Добрый день всем! Ребенок не умеет говорить, все понимает, но не говорит. Родители, обратите внимание, чаще всего причиной этого недуга является слабость переартикуляционной мускулатуры и языка, который участвует в речи. В чем же причина? Если вы посетите невролога, то он укажет, какое заболевание нервной системы могло спровоцировать нарушение в тонусе мускулатуры. Это может быть травма шейного отдела, это может быть нейромышечные дистонии у детей до года, это может быть нарушение координации языка, это может быть различные причины, которые связаны с беременностью и родами. А вот если у вас все в порядке, если вы не нарушали речевого поведения с ребенком, если малыш развивался нормально и никогда не наблюдались у невролога, то одной из причин слабости речевой мускулатуры будет неугасший сосательный рефлекс. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что грудное вскармливание продолжается длительный период времени. Некоторые кормят и в 2 года, и в 2,5 года. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что ребеночек пьет из бутылки и даже в возрасте старше года. Бывает и такое, что из бутылки и из соски ребенок ест кашу, ест пюреобразные вещества, и от бутылки отказывается и в 2 годика, и в 2,5 годика. Все это способствует тому, что мышцы, предназначенные для сосания, продолжают работать. Артикуляционная жевательная мускулатура плохо развивается. Ребенок не ест при этом твердую пищу. Итак, природа нас сейчас награждает тем, что мы едим пищу из полуфабрикатов. Ни для кого не секрет, что наши дети любят йогурты, пюре, фруктовые пюре, предпочитают сосиски, пищи, которая была раньше, которая была твердая. Поэтому жевательная поверхность, жевательная мускулатура не развивается. Таким образом, процесс жевания, он заставляет мышцы работать. Мышцы участвуют не только в жевании, но и в речи. И такие детки не могут произносить твердые звуки. Поэтому у нас язычок не идет к твердому небу, и мы не слышим таких звуков, как д, т, д. Чаще звуки мягкие. Такой малыш будет говорить ля-ля, тя-тя, мя-мя, а твердые звуки у него будут формироваться позже. Итак, если не работают мышцы, предназначенные для жевания, то не формируется пищевой комок. Пищевой комок, не формируясь, пища проглатывается, и это может также создавать, помимо задержки речи, боли в животе, изжогу, нарушение пищевого поведения, а также избирательный аппетит, то есть отказ от определенных видов пищи. Это очень важно, потому что не формируются также и жевательные поверхности зубов. От этого снижаются сроки прорезывания молочных зубов, то есть они начинают прорезываться гораздо позже рекомендуемых сроков возрастных норм. А также появляются проблемы не только с речью и с развитием, но и с желудочно-кишечным трактом, что способствует боли в животе, возникновению запоров, метеоризма, изжоги, тошноты, избирательного аппетита. Поэтому, уважаемые родители, чтобы этого избежать, старайтесь после года не давать ребенку соску, бутылку, убирать всяческие уменьшения в приеме пищи. Важно правильно вводить прикорм, то есть существуют сроки введения прикормов. Это вам рассказывает врач-педиатр на приеме. Пожалуйста, не забывайте, что мы должны давать ребенку и пищу для жевания. Также длительное кормление из сосочки, бутылочки, кормление грудью способствует слаборазвитой артикуляционной мускулатуре. Поэтому старайтесь соблюдать те сроки, которые рекомендуют вам врачи-специалисты. Кроме того, поддержку речевой мускулатуре обязательно даем твердую пищу. Это может быть печенька, это может быть кусочек хлебушка, это может быть кусочек мяска. Но для того, чтобы ребеночек жевал, нужно, чтобы прошло какое-то время. То есть нужно научить ребенка жевать. Конечно, мы все это сопровождаем положительными эмоциями. И главное, важное правило, не даем запивать пищу. То есть старайтесь, чтобы ребеночек покушал, прожевал, и только после этого предлагаем ему питье. Питье должно быть либо несладкий чай, либо вода, но не допускайте большого количества соков. Особенно этому способствует пить сок из трубочки. Это тоже способствует плохому развитию речевой мускулатуры. Итак, учимся жевать. Яблочко, печенька, хлебушек, кусочек мяска.
Даем на это ребенку время, не торопим его. Сопровождаем все это положительными эмоциями. Делаем это с хорошим настроением, красиво формируем и сервируем стол, и способствует тому это все, чтобы наш ребеночек вовремя заговорил. Спасибо за внимание. Уважаемые родители, какие вопросы вы хотите услышать, пишите в наших комментариях.